Эту историю мне рассказали двое рыбаков из Волгоградской области. Иван Петрович и его старый друг Виктор, люди старой закалки, оба на пенсии. В тот день они отправились на дальний кордон, в место, которое называли Заветным. Там когда-то рыбачили еще их отцы. Мужчины шли на старой лодке, обсуждали жизнь, вспоминали родителей и то, как изменилась река за последние 50 лет. Атмосфера была спокойной, пока на спиннинг Виктора не последовала мощная поклевка. Рыба шла тяжело, не делая резких рывков, а просто придавливая ко дну. По всем признакам это был очень крупный сом. Борьба продолжалась около получаса. Когда рыбу наконец удалось поднять к поверхности и завести в подсак, рыбаки увидели огромного, покрытого шрамами сома. Но внимание привлекла его пасть. Она была неестественно приоткрыта, а внутри виднелся массивный металлический предмет, полностью обросший речными ракушками и илом. Уже на берегу мужчины аккуратно извлекли находку. Когда они очистили металл от многослойных наростов, у обоих задрожали руки. Это был орден Красной Звезды. Несмотря на годы, проведенные в воде, на обратной стороне четко читался номер награды. Рыбаки — люди опытные и понимали, что орден не мог просто упасть в воду. В этих местах во время войны шли ожесточенные бои за переправу, но официальных данных о крупных потерях в этой конкретной точке в архивах было мало. Иван Петрович настоял на звонке в полицию и поисковый отряд. Через 1,5 часа на берег прибыли специалисты. Вместе с ними приехал наряд ОМОНа. Оцепление было необходимо по протоколу. В местах таких находок на дне часто обнаруживаются неразорвавшиеся боеприпасы или затонувшая техника с полным боекомплектом. Начались водолазные работы. Предчувствие рыбаков не обмануло. Спустя несколько дней со дна реки подняли фрагменты советского танка, который ушел под воду во время прорыва. По номеру ордена, найденного в рыбе, удалось мгновенно установить личность командира экипажа. Все эти годы он числился пропавшим без вести, и его семья не знала о судьбе героя. Награду и личные вещи торжественно передали внукам офицера, которые приехали на место подъема техники. Иван Петрович и Виктор тоже были там. Они понимали, что эта случайная поимка старого сома поставила точку в истории одной человеческой жизни, на деле подтвердив старую истину: никто не забыт и ничто не забыто. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.